Всем привет, друзья! Это 5-й выпуск моего проекта о Первой Республике Армения. На сайте, ссылка в описании, вы найдете все видео по этой теме, а также краткие исторические статьи, пересказывающие содержание роликов в текстовом формате. В этой серии мы поговорим о Лондонской и Сан-Ремской конференциях, попытке большевиков совершить переворот в мае 1920 года, это событие вошло в историю как Майское восстание, а также ситуации в Карабахе и Зангезуре, неудачные попытки советизации региона. Если вам нравится проект, поддержите его лайком и подпиской, а также можете помочь материально через Boosty для стран СНГ, через Patreon для международной аудитории или разовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра! Лондонская конференция союзных держав открылась 12 февраля 1920 года в резиденции премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойда Джорджа, который сразу возложил на США вину за задержку мирного урегулирования и подчеркнул необходимость довести дело до конца. В работе конференции принимали участие лорд Керзон, премьер Франции Александр Миллеран, участвовавший лишь 6 дней и передавший полномочия Филиппу Бертло и Жюлю Камбану, премьер Италии Франческо Нити и японский посол Сутеми Тинда. 14 февраля лорд Керзон изложил 6 фундаментальных принципов будущего договора с Турцией. Первое. Хотя Турция потерпела поражение, желательно, чтобы независимое турецкое государство было сохранено в той или иной форме. Второе. Должен быть создан определенный механизм для установления международного контроля над Дарданеллами и Босфором. Третье. Нежелательно оставлять крупные турецкие силы свободными для нарушения и создания угрозы миру во всем мире. Четвертое. Союзники обязались создать независимую Армению. Пятое. Державы полны решимости отделить от, собственно, Турции нетурецкие государства – Сирию, Месопотамию, Палестину и другие. Шестое. Христианским меньшинствам в Турции должна быть обеспечена надлежащая защита. Несмотря на решимость Ллойд Джорджа и Керзона лишить Турцию статуса великой державы через демилитаризацию проливов и передачу Фракии и Смирны Греции, союзники столкнулись с ростом турецкого националистического движения. Влияние националистов подтверждалось победой их сторонников на выборах в османский парламент, а 28 января 1920 года был принят национальный обет, отвергавший любые уступки армянам. Французские и итальянские делегаты призывали к умеренности, опасаясь жестокости британской позиции, но активно участвовали в затягивании финансовой удавки на шее Турции. Хотя союзники решили оставить Константинополь туркам, это было скорее тактическим отступлением, продиктованным нежеланием США принимать мандаты и осознанием военной мощи Кемаля. Армянский вопрос стал предметом острых дискуссий, начавшихся 16 февраля на 10-м заседании конференции. Керзон признал, что создание Великой Армении от моря до моря невозможно из-за отказа США от мандата, и выбор стоял между Малой Арменией с Эрзерумом и Трапезундом или еще более компактной территорией. Керзон отметил, что британские военные против включения Эрзерума, поскольку он представлял бы постоянную угрозу для Армении из-за того, что турки будут стремиться его вернуть. А Филипп Бертло, критикуя фантазии о Великой Армении, поддерживавшиеся окружением президента Вильсона по соображениям, которые не выдерживают никакой критики, предложил для Армении модель Швейцарии с транзитными правами. 17 февраля была создана комиссия по Армении во главе с Альбертом Камерером. Армянские делегаты Пагос Нубар и Аветис Агаранян представили свои требования 21 и 26 февраля, настаивая на включении Эрзерума как жизненно важного узла обороны. Агаранян, возражая против аналогии со Швейцарией, воскликнул, что Швейцария находится в цивилизованной Европе, тогда как Армения в дикой и фанатичной Азии. И без выхода к морю страна обречена. Армяне представили детальную статистику репатриаций 800 тысяч человек, включая беженцев с Кавказа, из Европы и Америки, стремясь доказать жизнеспособность государства. Параллельно обострился вопрос Батума. Керзон 18 февраля предупреждал кабинет. Будет невозможно проводить политику Верховного Совета, если эвакуация Батума произойдет немедленно. Единственным результатом станет общая свалка между грузинами, азербайджанцами, армянами и генералом Деникиным.
В итоге 25 февраля было решено: Первое, что Батум должен стать свободным портом под гарантией Лиги наций. Второе, что в настоящее время в Батуме должен быть сохранен союзный сводный гарнизон, состоящий из одного британского, одного французского и одного итальянского батальонов. комиссия в своем отчете рекомендовала западную границу Армении по горным хребтам, предоставление Армении Лазистана под номинальным суверенитетом и признание Армении государством-подписантом договора. Трагические события в Мараше, Киликии, начавшиеся 21 января 1920 года с восстания турецких националистов, радикально изменило ход переговоров. Французский гарнизон генерала Керетта оказался в осаде, а армянское население стало жертвой систематического уничтожения. Турки поджигали армянские церкви, где укрывались тысячи людей. 11 февраля подполковник Роберт Норман, несмотря на готовность турок к капитуляции, приказал эвакуировать французские войска, бросив армян. Во время 75-мильного марша смерти к Ислахии в метель погибли сотни беженцев. Эти новости вызвали возмущение в Европе. 11 марта Джеймс Брайс в Палате лордов заявил: Резня – это просто возобновление старой политики истребления. Она направлена на избавление от христианского населения Киликии. Когда придет время решать судьбу Киликии, люди спросят, каково там население, и цель турок, конечно же, заключалась в том, чтобы там не было христиан. Самый простой способ добиться этого – убить их всех. Турецкий метод состоит в том, чтобы сначала создать пустыню путем резни, а затем объявить это миром, потому что страна пуста. В ответ на это 16 марта союзники официально оккупировали Константинополь, арестовав сторонников националистов. Бертло в Лондоне цинично заявил, что Кемаль просто блефует, и провозгласил смену курса Франции. Французское правительство не намерено постоянно оккупировать Киликию, они намерены со временем уйти, сохранив лишь определенный контроль. 3 марта было официально оформлено, что обязанность по защите армян в Киликии ложится на Францию. Но Бертло настоял на честной и прямой формуле, которую нельзя было бы истолковать как намерение Франции, навсегда оставив за собой Киликию под предлогом защиты армян. Финальная стадия конференции была посвящена попытке переложить ответственность за Армению на Лигу наций. 12 марта Керзон предложил передать ее под защиту Лиги наций, но 16 марта Артур Бальфур ответил скептически. Лига на данный момент и, вероятно, в течение долгого времени не оснащена для выполнения обязанностей, которые могут оказаться крайне обременительными. У Лиги нет ресурсов и механизмов для их создания. 27 марта финансовая комиссия под давлением Франции постановила не включать в договор специальные предложения о репатриациях для меньшинств, фактически отвергнув армянские претензии на 19 миллиардов франков. Глава о защите меньшинств предусматривала реституцию имущества, отмену закона о заброшенном имуществе и возвращение насильственно обращенных в ислам. Турецкое правительство окажет всяческое содействие в возвращении мужчин, женщин и детей, принявших ислам с 1 ноября 1914 года. 23 марта была принята статья о наказаниях. Турецкое правительство обязуется передать союзным державам лиц, считающихся ответственными за массовые убийства. 10 апреля 1920 года конференция закрылась, передав нерешенные вопросы в Сан-Ремо. Хотя в проект включили положение о границах Армении и наказание преступников, Керзон уже тогда осознавал отсутствие у союзников воли применять силу против движения Кемаля. Верховный Совет союзников собрался на вилле Девачан в Сан-Ремо 18 апреля 1920 года под председательством итальянского премьер-министра Франческо Нитти, чтобы завершить работу над мирным договором и разрешить сопутствующие территориальные споры. Однако тень предшествующей лондонской конференции давлела над всеми решениями. В Лондоне союзники уже начали вырабатывать схему раздела османского наследия, и в Сан-Ремо эти решения были формализованы. Великобритания получила мандаты на Месопотамию и Палестину, а также признание своего особого положения в Египте, на Каире и в Судане. Франция мандаты на Сирию и Ливан, договорившись с англичанами о распределении нефти.
Италия же довольствовалась зонами экономического приоритета в Турции. Несмотря на протесты Нити и Милирана, Дэвид Ллойд Джордж настойчиво требовал радикального сокращения турецких границ в Европе, передачи Восточной Фракии, включая Адрианополь, Греции, и предоставления автономии Смирне с перспективой ее присоединения к Греции. Итальянцы предупреждали, что такие суровые условия ввергнут союзников в состояние войны с турецкими националистами, но Ллойд Джордж оставался непоколебим, выражая лишь сожаление, что ему не удалось полностью изгнать турок из Европы. Однако именно в вопросе Армении Сан-Ремо резко отошел от лондонских ориентиров. Если в Лондоне обсуждались границы единой Армении, то теперь Верховный Совет, возглавляемым Ллойд Джорджем, стремился полностью снять с себя ответственность за военное обеспечение договора, цинично переложив бремя на Соединенные Штаты и Лигу наций, при этом манипулируя докладами военных экспертов и меняя решения по статусу Батума. Роль Соединенных Штатов в процессе формирования армянских границ была двойственной. После того, как Сенат США в ноябре 1919 года и повторно 19 марта 1920 года отверг Версальский договор, американская делегация покинула Париж, что развязало руки европейским союзникам в Лондоне и Сан-Ремо. Тем не менее, армянский комитет за независимость Армении под руководством Джеймса Джерарда и Ваана Кардашьяна продолжал оказывать давление на Госдепартамент, требуя сохранения армянского наследия в целостности. Кардашьян в письмах от 28 и 30 января 1920 года заклинал своих коллег: Мы должны быть вызывающими, а не просящими. критикуя Качазнуни и Гаро за готовность отказаться от Киликии и вилаетов Сивас и Харпут. Исполняющий обязанности госсекретаря Фрэнк Полк и сменивший его Бейнбридж Колби передал меморандум от 24 марта 1920 года, в котором говорилось: Не может быть никаких сомнений в искренней заинтересованности этого правительства в планах, касающихся Армении. И правительство Соединенных Штатов убеждено, что цивилизованный мир требует и ожидает максимально либерального подхода к этой несчастной стране. Ее границы должны быть проведены таким образом, чтобы учитывать все законные притязания армянского народа и в особенности обеспечить ему легкий и беспрепятственный доступ к морю. На конференции в Сан-Ремо 19 апреля это заявление вызвало раздражение. Филипп Бертло заявил, что нельзя подчинять договоры прихотям американского президента, а Ллойд Джордж назвал переписку США невыносимой. В итоге союзники составили ответ, в котором лицемерно утверждали: Союзные правительства осознают, что они предоставили Армении территории в пределах максимума ее возможностей, если не в пределах максимума ее притязаний или их собственных симпатий. Параллельно с этим Верховный Совет пытался использовать Лигу наций как инструмент для передачи ответственности. Совет Лиги под председательством Леона Буржуа заседал в Париже с 9 по 11 апреля 1920 года, где греческий премьер Венизелос назвал Армению священным долгом цивилизации и предложил союзникам выделить по одной бригаде для ее защиты. Лига ответила 11 апреля, подчеркнув, что восстановление Армении – это обязанность человечества, но потребовала от Верховного Совета финансовых и военных гарантий, на что Ллойд Джордж, Милиран и Нити ответили отказом в крайне циничной форме. На заседании 20 апреля фельдмаршал Фердинанд Фош доложил, что для навязывания договора требуется 27 дивизий, из которых 4 только для Армении, что создавало дефицит 8 дивизий. Ллойд Джордж заявил: Если бы они не были в состоянии защищать собственные границы, то, по его мнению, такая нация не имела бы смысла существования в мире, и ни одно из союзных правительств в этих обстоятельствах не было бы готово оказать им помощь даже в размере одного батальона. Сэр Генри Уилсон записал в дневнике: В 4 часа у нас состоялось заседание полного состава конференции. Думаю, это было самое некомпетентное, бессильное и циничное заседание из всех сотен, на которых мне довелось присутствовать. Ллойд Джордж заявил, что тем утром было решено, что ни одна из 3 держав не направит в Армению ни одного батальона, что они решили вооружить армян и предоставить им самим сражаться с турками. Если их дело справедливо и если они достаточно сильны, они победят, а если нет, значит их не стоит спасать.
После этого вопрос об Эрзуруме стал камнем преткновения. Нити и Ллойд Джордж считали его передачу Армении безумием, которое не позволит туркам подписать договор, и в итоге 25 апреля 1920 года было решено перевести стрелки на Вудро Вильсона, попросив его принять мандат или хотя бы вступить арбитром в вопросе границ в вилаятах Эрзурум, Трапезунд, Ван и Бетлис. Финальным аккордом конференции стало включение армянских статей в проект мирного договора, который был официально вручен турецкой делегации во главе с Тевфиком Беем 11 мая 1920 года в Париже. Раздел 6 договора гласил: Турция, в соответствии с уже принятыми действиями союзных держав, настоящим признает Армению свободным и независимым государством. Турция и Армения, равно как и другие высокие договаривающиеся стороны, соглашаются передать на арбитраж президента Соединенных Штатов Америки вопрос об установлении границы между Турцией и Арменией в вилаятах Эрзерум, Трабзон, Ван и Битлис, а также принять его решение по этому вопросу, равно как и любые положения, которые он может предписать относительно доступа Армении к морю. Кроме того, статья 142 аннулировала насильственное обращение в ислам после 1914 года, а статья 144 объявляла недействительным и ничтожным закон о брошенном имуществе, требуя возвращения собственности депортированным армянам. Параллельно решался вопрос Курдистана, предусматривавший местную автономию и возможность полной независимости через год по решению Лиги наций. Проблема Батума также стала предметом острых споров из-за непреклонности, неуступчивости и недальновидности, как выразился Керзон, грузинской делегации под руководством Чхиидзе. Переговоры с Агараняном о железнодорожном коридоре и праве собственности зашли в тупик, что вынудило британцев позже передать Батум Грузии при условии гарантии транзита для Армении и Азербайджана. В период до конца 1919 года большевистское движение в Армении носило преимущественно интеллектуальный характер, ориентируясь на постепенные реформы и легальные методы просвещения, что ярко проявлялось в позиции таких лидеров, как Аршавир Меликян, который в середине 1919 года публично отмежевался от радикальных призывов молодежной группы «Спартак». Ситуация начала коренным образом меняться во второй половине 1919 года с притоком радикальных настроений большевиков из России и Грузии. Фиксируясь в железнодорожных депо Александрополя, важнейшей вехой стала подпольная конференция в Ереване во второй половине января 1920 года, где был избран армянский комитет Арменком рабочей коммунистической партии во главе с Саркисом Касьяном. Хотя советская историография настаивала на принятии тогда резолюции о насильственном свержении власти, реальные данные говорят о том, что конференция приняла диалектическое заявление. Существуют как объективные, так и субъективные условия для установления советского строя в Армении, но коммунисты в Армении не могут достичь этой цели собственными силами. Поддержка внешней революционной силы и связь с Советской Россией имеют решающее значение. Усиление пропаганды и агитации против империалистических держав, господствующих классов и буржуазного правительства Армении является необходимым. Было решено, что восстание должно начаться лишь после советизации соседних республик и в координации с Красной армией, начиная с северного пограничного района близ Казаха. Однако Авис Нуриджанян, радикальный активист из Александрополя, намеренно дезинформировал партийные органы в Баку, утверждая на немедленное вооруженное восстание. Политическое противостояние обострилось в феврале 1920 года, когда правительство начало аресты большевистских агитаторов, что вызвало дебаты в парламенте. Министр внутренних дел Абрам Гулехданян 20 февраля оправдывал репрессии тем, что большевики вели предательскую агитацию во время восстания в Биюк-Види летом 1919 года и сотрудничали с турецкими силами. Первомайские праздники 1920 года стали катализатором кризиса. Известие о советизации Азербайджана придало большевикам смелости. 27-28 апреля 1920 года, когда азербайджанская армия была сосредоточена на Карабахском фронте, через северную границу в страну вторглась 11-я Красная армия Советской России, воспользовавшись ослабленной обороной и внутренним кризисом. В итоге правительство Азербайджанской Демократической Республики было свергнуто. Независимая республика была ликвидирована, а на ее месте образована Азербайджанская Советская Социалистическая Республика.
В Ереване Степан Алавердян прямо с балкона парламента прервал официальный митинг, осудив дашнаков как врагов народа. В ответ на рост угрозы 5 мая 1920 года, после которого Александр Хатисян и его кабинет министров подали в отставку, парламент утвердил создание правительства-бюро, объединившего высшую партийную и государственную власть. Был сформирован кабинет под руководством Амазаспа Аганджаняна, премьер-министр и министр иностранных дел, в который вошли Абрам Гуляхданян, министр внутренних и военного дела, Саркис Араратян, министр финансов и юстиции, Рубен Терминасян, министр социального обеспечения и восстановления, Симон Вратян, министр труда, сельского хозяйства и госимущества, Аршак Джамалян, министр пути сообщения, и Геворг Казарян, министр просвещения. Правительство бюро выступило с воззванием. Граждане, вооруженное чрезвычайными полномочиями, предоставленными парламентом, правительство взывает к вашему гражданскому самосознанию и призывает всех вас в этот критический для армянского народа момент сплотиться вокруг правительства, чей лозунг – защита независимости и свободы Армении и укрепление ее внутреннего демократического строя. Для реализации этой цели правительство не пожалеет усилий, и оно победит вместе с вами и ради вас. 8 мая были введены чрезвычайно военные полевые суды с правом вынесения смертных приговоров за измену в срок до 3 дней. Вступая в должность, Аганджанян объявил: турецкие паши с одной стороны, азербайджанские ханы в красных большевистских шароварах с другой, вновь угрожают свободе и независимости Армении. Мы призываем к единству вокруг правительства. Центром восстания стал Александрополь, где 10 мая 1920 года Ревком официально провозгласил советскую власть, захватив город без кровопролития при поддержке капитана Саркиса Мусаэляна и его бронепоезда Вардан-Заравар. Декларация Ревкома гласила: по воле обедневших рабочих, крестьян и красных вооруженных сил Военно-революционный комитет Коммунистической партии Армении провозглашает установление советского порядка в Армянской республике. С этого дня дашнакское правительство, опирающееся на маузеристов, хамбапетов и спекулянтов и основанное на тирании, воровстве и монопольной власти, объявляется свергнутым. Военно-революционный комитет призывает население соблюдать революционную дисциплину и порядок. Любые попытки помешать этой созидательной работе будут пресечены в зародыше красными силами Советской Армении. В другом публичном заявлении того же дня утверждалось: дни дашнакского контрреволюционного правительства сочтены. Красная армия и рабочие уже захватили Карс и Александрополь, требуя, чтобы вероломное правительство передало управление революционному пролетариату и Красной армии. Тяжелый кулак сельчанина также обрушится на их головы. Однако повстанцы заняли пассивную оборону, что позволило правительству 11 мая направить экспедиционный корпус Сепуха. Переговоры 13 мая между генералом Ахвердяном и посредниками не дали результата, так как правительство требовало сдачи лидеров. В ночь на 14 мая Ревком, охваченный паникой, бежал, и Александрополь был занят правительственными войсками без боя, а лидеры восстания, за исключением Нуриджаняна, были позже схвачены. Параллельно события развивались в Карсе и Саракамыше. В Карсе 10 мая Гукас Гукасян сформировал Ревком и занял стратегические объекты, однако столкнулся с сопротивлением западноармянских партизан и Комитета спасения Родины во главе с Гаригином Саркисбекяном. 12 мая, после обстрела города из фортов, поддержка повстанцев растаяла, и Гукасян с группой сторонников попытался прорваться в Александрополь. 14 мая в ущелье Аргина они попали в засаду партизан. Гукасян и 8 его товарищей были убиты. Ревком провозгласил власть в ночь на 11 мая, вступив в боестолкновение с партизанами Михо, который погиб в бою. Однако попытка большевиков договориться с турецкими пограничниками о поставках продовольствия привела в ярость местное население. 18 мая, узнав о крахе восстания в Карсе, Саракамышский Ревком деморализовался, и при подходе отряда Сепуха 21 мая восстание было окончательно ликвидировано, а лидер восстания убит. Отсутствие связи между центрами и нерешительность руководства стали главными причинами быстрого поражения большевиков в западных провинциях. В северо-восточных районах восстание началось позже всего. В Нор-Баязете 13 мая
Ревком под руководством Аванеса Саруханяна арестовал генерала Селикяна и его штаб, войдя в город 17 мая. Однако Саруханян не смог удержать власть. 19 мая генерал Ханкаламов предъявил ультиматум и обстрелял позиции мятежников. Саруханян был захвачен и расстрелян. Самые ожесточенные бои развернулись в зоне Казах, Шамшадин, Дилижан, где в события напрямую вмешалась 11-я Красная Армия. 19 мая повстанцы во главе Шаваршем Амирханяном заняли Идживан, а 21 мая при поддержке кавалерии Красной Армии вошли в Дилижан. Однако из-за антисоветских восстаний в самом Азербайджане и при приближении сил Сипуха Красная Армия 22 мая получила приказ отойти. К 24 мая правительственные войска восстановили контроль над Дилижаном и Идживаном. В июне бои продолжались в Шамшадинском районе, где повстанцы удерживали линию обороны. Лишь после второй атаки 18-19 июня регулярная армия Армении отбросила их в горы, а повторная попытка захвата Идживана большевиками 23 июня провалилась на следующий день. К концу июня 1920 года майское восстание было полностью подавлено на всей территории Республики Армения. Основными причинами поражения стали отсутствие массовой поддержки среди коренного населения и беженцев, которые видели в большевиках союзников Турции, а также нерешительность ревкомов и несогласованность действий Красной Армии, которая в тот момент не была готова к полномасштабному вторжению. Почти все политические силы, от правых до лояльных марксистов, объединились вокруг правительства бюро. Бахши Ишханян и Давид Ананун от имени лояльных марксистов выступил резкое воззвание. Рабочие, товарищи, граждане, священный долг каждого из вас в эти трудные дни посвятить максимум своих сил и энергии защите находящегося в опасности Отечества. Все, в ком горит светлое чувство ответственности, должны подняться на ноги и помочь правительству Армении задушить в зародыше восстание гнусных преступников, которые подрывают основы нашей демократической системы и насаждают уже осужденную репрессивно-террористическую систему. Армянские большевики были вынуждены уйти в глубокое подполье или бежать в советский Азербайджан, где из них начали формировать отдельный армянский полк Красной Армии для будущего наступления. Майские события продемонстрировали временную консолидацию армянского общества вокруг идеи независимости, но также обнажили глубокую экономическую и военную уязвимость государства перед лицом грядущих геополитических потрясений. К 1920 году вооруженные силы Азербайджанской Демократической Республики были серьезно вовлечены в армяно-азербайджанские столкновения в районе Нагорного Карабаха, где противостояние между армянскими и азербайджанскими формированиями обострились и потребовало переброски значительных войск АДР на юго-западный фронт. Власти Азербайджанской Демократической Республики, фактически выраженные в лице генерал-губернатора Карабаха Хосрова Бека Султанова, с началом 1920 года усилили военное присутствие и административное давление на армянское население Нагорного Карабаха, грубо нарушив ранее достигнутые соглашения об автономии. Эти действия привели к обострению межэтнической напряженности и стали одним из факторов, предшествовавшим армянскому восстанию в марте 1920 года и последующей массовой резне армянских кварталов Шуши. По данным различных источников, число армянских жертв оценивается от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Наиболее консервативные оценки в других источниках от 8 тысяч до 10 тысяч и даже до 20 тысяч человек. Тысячи были вынуждены бежать или были взяты в плен, а армянское население фактически изгнано из города. Армянские кварталы были почти полностью уничтожены. 23 апреля 1920 года прошел 9-й съезд армянского населения Нагорного Карабаха, на котором было принято решение о присоединении региона к Армении, как ее неотъемлемой части. Однако этому препятствовали последующие события. Как сказано выше, большевики захватили Азербайджан, а также Карабах. Одновременно большевики пытались оккупировать и Зангезур. После установления советской власти в Баку большевистское руководство стремилось распространить контроль на юго-западные регионы бывшей Азербайджанской Демократической Республики, прежде всего на Нахичевань, стратегическую важную область, связывающую Кавказ с Турцией. Часть 11-й Красной Армии и местные большевистские формирования предприняли
предприняли попытку прорваться в этот регион, что привело к вооруженным столкновениям с армянскими силами и местным населением. 26 апреля начались боевые действия, когда советские войска начали наступление и вынудили силы НЖД отступить с их позиции в Капан-Мегри, обратно к шахтам в Капане. Столкнувшись с угрозой от превосходящих сил советской армии, генерал Драстамат Канаян приказал НЖД покинуть Сюник и разоружить свои войска. Однако НЖД воспринял этот приказ с недоверием и написал Канаяну: Что должно было случиться с Капаном, Мегри и Гахтаном? Разве военное министерство не предвидело, что враг воспользуется моим уходом, чтобы сломить храбрых и мятежных людей исторического района Капаргохт? Могло ли правительство Еревана соблюдать перемирие, пока большевики грабят весь Сюник? Народ ждет прибытия армянских сил, чтобы изгнать врага. Позже он снова написал, что хотя не знает, куда приведут армяно-советские отношения, ему ясно, что если он оставит свои позиции на высотах Капаргохта, то защитить Гехватзор и Гахтан станет невозможно, а Сюник, в конце концов, окажется в руках Азербайджана. Советские войска начали вторую атаку на позиции НЖД, теперь уже в районе шахт Капана. Нападая двумя колоннами, они столкнулись с сильным сопротивлением со стороны армян, что привело к тяжелым потерям среди советских войск и задержке их наступления. Это дало армянам время отступить к перевалу Залингеол. К концу апреля советские войска захватили несколько населенных пунктов, включая Арцваник, Чапни, Эркинанс и другие. Когда стратегические высоты Инджабель и Гегвадзор перешли под контроль Красной армии, НЖД был вынужден укрыться на горе Хуступ. В Капане был установлен советский режим, и Баграт Арутюнян стал председателем революционного комитета района. Потеря Капана оставила НЖД только самый южный район – Генвас-Аревик, сосредоточенный вокруг Мегри, стратегически важные деревни между мусульманским Ардубадом на западе и азербайджанским Нювади на востоке. Партизаны Мегри продолжали удерживать свои позиции на перевале и в Шаванидзоре. Не имея возможности вести регулярные бои против Красной армии, НЖД начал совершать ночные рейды в тыл врага и использовать взрывные устройства. Центральным элементом его стратегии стала оборона деревни Каджаран, которая связывала Сюник с армянскими поселениями Гахтана и контролировала дорогу в Ардубад. В течение 3 дней ожесточенных боев партизаны НЖД смогли остановить продвижение советских войск с севера, а также азербайджанских и турецких войск с запада и востока. НЖД сообщал Терминасяну, Назарбекяну и Бюро, что его люди уничтожили советскую колонну у притока Залингеол, реки Охчи, и нанесли значительные потери в Зейве. Однако он подчеркнул, что его отряды сражались в одиночку уже 70 дней, и боеприпасы были почти на исходе. Большевики привлекли на свою сторону предателей, воров и бандитов и пытались убедить крестьян, что Республика Армения отказалась от Сюника и отвергла любые вооруженные отряды, действующие в регионе. 10 августа 1920 года между Республикой Армения и РСФСР было заключено соглашение, по которому в спорные области Карабах, Зангезур и Нахичевань до урегулирования территориальных споров вводились советские войска. Советские пропагандисты утверждали, что Красная армия не имеет враждебных намерений к Армянской республике, а лишь стремится обеспечить соблюдение соглашения от 10 августа и освободить народ от бандита НЖД. Они угрожали сжигать любые деревни, не сотрудничающие с ними. НЖД снова обратился за помощью, сообщив, что его значительно уступающие по численности отряды были вынуждены отступить в горы Аревика, где бои продолжались. Ситуация осложнялась началом сбора урожая. Если крестьяне не успеют собрать его в ближайшие 2 месяца, то их ждет голодная зима. 17 сентября из своего убежища на горе Хуступ НЖД обратился к жителям Капана, выражая сожаление, что те отказались от борьбы, несмотря на многолетнюю защиту от турок и татар и очистку земли от вражеских элементов. Он задавал вопрос, как могло случиться, что вчерашние мужественные люди, которые стойко выносили лишения, теперь присмыкаются перед своими смертельными врагами. Несмотря на отчаянные призывы, НЖД не был готов умереть. 19 сентября представители 13 деревень собрались в Калере и решили защищать Генвас. На следующий день НЖД получил аналогичное обещание от партизанских лидеров Мегри. 21 сентября сражения возобновились,
разместились с одновременными атаками на Мегри, Шванидзор и Хуступ с 3 направлений – Ордубада на западе, Нювади на востоке и Капана на севере. Преимущество Красной Армии и ее союзников в численности и боеприпасах было компенсировано способностью армянских бойцов перемещать по неизвестным горным тропам и внезапно нападать на противника. Ночной шквал гранат и взрывчатки привел советско-тюркские отряды в замешательство и вынудил их отступить к рассвету 25 сентября. Настойчивое сопротивление НЖД вызвало у Советов раздражение и замешательство, что побудило их отправить подкрепление в Капан. Сообщается, что командир 32-й стрелковой дивизии прибыл в Нахичевань и обратился к турецким регулярным войскам под командованием майора Вейселбея с просьбой о совместных действиях с 2 кавалерийскими полками Красной Армии. План состоял в том, чтобы нанести удар из Ордубада и окружить Нжд, тем самым открыть путь через Мегри в Азербайджан. Вейселбей прибыл в Ордубад в конце сентября со 2-м батальоном 34-го полка 1-й Кавказской дивизии и присоединился к кампании. В начале октября, когда Советы возобновили наступление в Сюнике, 28-я стрелковая дивизия отбила деревни Курджли-Кент, Пхурт и Хант и начала фланговую атаку на гору Хуступ. В то же время одна из партизанских групп НЖД в Шванидзоре перешла на сторону Красной Армии, что привело к тому, что деревня в течение недели была разделена на 2 враждующих лагеря. Верхняя часть оставалась верна НЖД, а нижняя была занята советскими войсками. На Ордубадском фронте объединенные советско-турецкие силы, вооруженные 2 пушками и несколькими пулеметами, начали обстрел армянских позиций. Пока бойцы НЖД блокировали путь подъема, женщины и дети старались собрать как можно больше урожая. Благодаря выгодному расположению армянские защитники вскоре смогли обратить в бегство кавалерию и артиллерию Красной Армии, а также турецкий пехотный батальон. Посредством курьеров, которые пересекали персидский Карадак и Тебриз, а также по горным тропам через Даралагяс, НЖД снова обратился к армянскому правительству и партийным структурам с жалобой на то, что Сюник был изолирован уже 100 дней, но продолжает сражаться в одиночку. Он подчеркнул, что требовалась невероятная храбрость и безумная тактика, чтобы выдерживать натиск превосходящих сил противника. Генвас Аревик, несмотря на отчаянное положение, продолжал сопротивление, умоляя о помощи, пока еще не стало слишком поздно. НЖД был разочарован ответом, который он получил от депутата Эновка Миракяна через Даралагяс. Тот объяснил, что Армения не в состоянии оказать реальную помощь. Вы должны продолжать свою героическую борьбу в одиночку, как делали до сих пор. Знайте, что чувства нашей партии и всего армянского народа с вами. Писал Миракян. НЖД саркастически отметил, что Армения, видимо, производит лучших дипломатов, чем стратегов. Ереван старался держаться корректно, заявляя советской России, что не имеет отношения к восстанию НЖД в Сюнике, и даже осуждает его действия. В действительности армянское правительство, осажденное турецкими войсками на Карском фронте, могло лишь ограничиться формальными протестами. В одной из телеграмм от 1 октября премьер-министр Аганджанян напомнил наркому иностранных дел Чечерину, что по договору от августа российская Красная Армия временно занимала армянские территории Карабаха, Сюника и Нахичевани для поддержания порядка до разрешения пограничных споров между Арменией и Азербайджаном. Однако, несмотря на обязательства, Красная Армия с самого начала вела себя жестоко и репрессивно по отношению к армянскому населению. Азербайджанские войска, курдско-татарские банды, а также турецкие национальные силы под руководством Халил-Паши пользовались широким доступом и свободой действий в регионе. Эти враждебные элементы заставляли армянских крестьян под угрозой насилия подписывать петиции о присоединении к советскому Азербайджану. Деревни, которые отказывались, подвергались огню и разрушению. Их лидеры расстреливались, и все это происходило с ведома и при участии Красной Армии. Перечислив несколько деревень в Сюнике, уже разграбленных и разрушенных, Аганджанян осудил продолжающиеся нападения на населенные пункты в Капане. В других частях Зангезура и Карабаха армян насильно мобилизовали в азербайджанскую армию и бросали против их же односельчан. Армянское правительство не могло оставаться равнодушным к таким нарушениям Августовского соглашения, особенно в момент, когда уполномоченный Совнаркома
Легран прибыл в Ереван для заключения договора о дружбе. Жестокие действия советских властей в Карабахе, Сюнике и Нахичеване сильно осложнили атмосферу для установления дружественных отношений. Будучи приверженцами мира, правительство Армении обратилось к Совнаркому с просьбой немедленно прекратить террор в армянских деревнях, прекратить насильственный призыв армян в азербайджанскую армию и удалить из региона всех враждебных республике Армении элементов, включая турецких и азербайджанских националистов под руководством Халил-Паши. Оказавшись в последнем укрытии в Сюнике, Нжд, истощивший свои запасы боеприпасов и продовольствия, решил, что единственным способом избежать окончательного поражения – это вырваться из Генваза и вернуть контроль над Капаном. В конце сентября он отправил своих ближайших соратников за линию фронта, чтобы вести пропаганду и организовать шпионаж, саботаж и другие подпольные действия сопротивления. Крестьянство быстро разочаровалось в советской власти, которая ассоциировалась с постоянными реквизициями продовольствия и скота, арестами сельских лидеров и хаотичными решениями местных революционных комитетов. Присутствие многочисленных азербайджанских и других мусульманских солдат в Красной армии только усиливало недовольство. Нжд вновь обратился к своему недовольному народу. «Капан, ты оставил меня одного, но моя удача и моя вера остались со мной, и целый месяц я с успехом бью врага на фронте героического Генваза. Я не знаю, Капан, смирился ли ты со своей участью, но армянский народ горько сожалеет, что ты наивно подставил свою шею под ярмо врага и утратил свою славу, разбросав ее по всем 4 сторонам. С того черного дня твоего падения я, лишенный сна и покоя, с горсткой верных храбрецов из Генваза, выставлял свою грудь против превосходящих сил врага, и вместо твоей утраченной славы создаю новую для твоей земли и твоего имени. Капан, раскаялся ли ты в своем поступке? Где тот рай, обещанный армянскими предателями, продавшимися Азербайджану? Говорят, что они разоружили вас, оставили без предводителя и привели к экономическому краху. Ах, но вы еще ничего не видели. Ваши черные дни еще впереди, и они придут с татарскими войсками. Вставайте, обманутый народ, ваше спасение близко. Вставайте с оружием в руках, готовые и вооруженные. Ждите меня из Хуступа». Такие слова вызвали возмущение у советских властей. 5 октября они сообщили новому командующему 11-й Красной армии генералу Анатолию Геккеру, что 28-я стрелковая дивизия устанавливает советскую власть в Капане и медленно загоняет Нжд в угол. Геккер приказал уничтожить Нжд. Однако 28-я дивизия, поддержанная армянскими большевиками и мусульманскими отрядами, не смогла организовать эффективное и скоординированное наступление на Генваз с 3 сторон. Инициатива перешла к Нжд, который на военном совете на холодных вершинах горы Хуступ решил поднять восстание по всему Капану 10 октября. С небольшим отрядом он спустился к Капану сквозь густой туман ночью 10 октября и в деревню Гюткум встретил первую группу вооруженных людей, молча ожидавших его прибытия. Повстанцы быстро захватили небольшой отряд Красной армии, который был застигнут врасплох в здании сельской школы. Захватив оружие, мятежники направились к рудникам Капана. К утру деревни Шикахох, Вачакан, Халидзор, Каварт, Барабатум и Багабурдж, включая их революционные комитеты и жандармерию, присоединились к восстанию. Однако региональный штаб армии и военно-революционный комитет на рудниках Капана не подозревали о происходящем. Их разбудили лишь взрывы бомб, скатывавшихся с высот Каварта и Барабатума. Часть гарнизон Красной армии бежали вдоль реки Ахчи в сторону Гегавадзора. Остальные сдались. Одна рота, пытавшаяся прорваться, сдалась после того, как большинство ее солдат было убито или ранено. По словам Нжд, он взял в плен 2 пехотных полка и 1 кавалерийский. Всего 3000 человек, 16 пулеметов, полевую кухню с припасами и военный архив. За день его отряд вырос до 74 рот. Баграт Арутюнян, председатель районного революционного комитета, и Акоп Хуршудян, один из его членов, обвиненный в предательстве, не дожили до конца дня. К ночи Зеева и Арцваник также оказались в руках мятежников, когда Красная армия заняла новые оборонительные позиции в направлении Гориса вдоль высот Инджабель. Кизилдаш Нжд поспешил обратно в Мегри, чтобы руководить операциями на западном фланге, где через 3 дня, 13 октября, турко-татарские войска были отброшены к равнине Ардубада. Неожиданно армянское восстание стало серьезным ударом по чести генерала Нестеровского. В
приказе от 11 октября 1920 года он сообщил, что весь Капан охвачен восстанием и поручил командирам 83-й и 84-й бригад перебросить подкрепление из Шуши и Ангелаута и нанести удар через Зейву, Арцваник и Гатанан в центр Капана. Операция должна была подавить восстание самым жестоким образом. После нее один из полков 84-й бригады должен был присоединиться к кавалерии 20-й дивизии и 2-му Кавказскому полку в Неуваде для уничтожения отрядов НЖД на юге. ЧК привлекалась к поимке и наказанию контрреволюционеров. Генерал Нестеровский обратился к жителям Сюника, заявляя, что Красная Армия пришла освободить их от дашнакского гнета. А НЖД и его сторонники обманывают народ ради собственной выгоды. Он подчеркивал, что прекращение межэтнического насилия угрожает НЖД и призывал жителей сложить оружие, обещая прощение, но предупреждая о беспощадности к врагам. Сложите оружие, идите домой, изгоните НЖД и его последователей, которые приносят бедность и разорение. 28-я стрелковая дивизия, усиленная 2 азербайджанскими пехотными полками, мусульманскими нерегулярными войсками из округов Забук и Хакару и ротой армянских большевиков, вступили в бой 17 октября от Хатанана до Зеивы. Защитники удерживали фланги, но под артиллерийским и пулеметным огнем оставили Арцваник и отступили к Аварту и Барабатуму. Возвращаясь из Мегри, НЖД применил свою тактику. Небольшие отряды ударили с тыла, а основные силы атаковали с высот Инджабеля на рассвете 18 октября. Используя темноту, туман и рельеф, он разгромил 83-ю и 84-ю бригады, взял пленных и преследовал их к Гарису. К ночи повстанцы праздновали победу, захватив знамена и оружие. 20 октября генерал Нестеровский сообщил штабу 11-й армии в Баку о критической ситуации. Все население присоединилось к восстанию. Координация указывала на участие офицеров регулярной армии. 83-й и 84-й бригады были сильно потрепаны и насчитывали до 3000 деморализованных солдат против около 10 тысяч повстанцев. Он отметил, что Канаян нарушил соглашение от 10 августа, отправив до 250 офицеров в Сисианскую область и пытался стабилизировать положение. Перегруппировавшись вдоль реки Базарчай в 10 верстах, 7 милях от Гариса. Целью дашнакских мятежников было не только включение сюнников в состав Армении, но и продвижение на Шуши в Карабахе. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, требовалось усиление в виде 1500 солдат, а также горные батареи и самолеты для бомбардировок. Нестеровский предположил, что с прибытием турецкого полка из бывших военнопленных в Гарис и Загдама он сможет реорганизовать свою дивизию и вернуть ее в боеспособное состояние. Однако генерал Геккер, командующий 11-й Красной армией, утратил доверие к Нестеровскому и 20 октября приказал сформировать новую ударную группу под командованием генерала Курышка, который отличился в боях против добровольческой армии Деникина и антисоветских горцев на Северном Кавказе. Курышка был поручен разгром мятежников Сюника силами его 1-й кавалерийской бригады, 1-й кавалерийской и 2 пехотных бригад 28-й дивизии, 1-й кавалерийской бригады 20-й дивизии, 1-го турецкого стрелкового полка и всех других частей, действовавших в секторах Сюника и Ардубада. Геккер также сообщил, что лично отправится в Шуши для оценки ситуации. 25 октября в Шуши генерал Курышка объявил, что принял командование всеми вооруженными силами в Карабахе и Сюнике, и его ударная группа должна быть готова к выступлению через 2 дня для окончательного подавления мятежного населения Сюника. Он подчеркнул, что не потерпит никаких оправданий и будет жестко наказывать тех, кто не выполнит его приказы. 28-й дивизии предписывалось занять позиции вдоль реки Базар-Чай, а подкрепления должны были обеспечить ее боеготовность. Армянские большевики и разведчики должны были вести агитацию в тылу врага. Изолированные части отводились к Гарису как резерв, а связь должна была быть установлена с подразделениями в секторе Ардубад. Кавалерийская бригада 20-й дивизии сосредотачивалась у слияния рек Хакару и Базарчай для возможных действий на восточном фланге. Турецкий полк оставался в готовности в Гарисе. 27 октября Курышка раскрыл план битвы. Одна колонна из 83-й и 84-х стрелковых бригад, артиллерии и горной батареи должны были нанести удар через Зейву и Арцваник к рудникам Капана, уничтожая противника, а затем, зачистив остатки дашнакских банд вдоль реки Ахчи. Другая колонна, преимущественно 1-я бригада 18-й кавалерийской дивизии, наступала 2 крыльями от Татева
Татева и Агвани до Малдаша. Обе колонны должны были объединиться и нанести удар через Хотанана и другие населенные пункты, отсекая пути отступления врагу. Кавалерийская бригада 20-й дивизии и артиллерия должны были атаковать с востока через реку Ахчи и соединиться с другими колоннами. Эти цели планировались достичь за 3 дня, после чего колонны должны были занять оборонительные позиции в ключевых районах. Турецкому полку поручалось атаковать противника в Яйджи и продвигаться в Нахичевань через Вагуди и Сисиан, уничтожая дашнакские банды, но избегая притеснения мирного населения. Кампания началась 1 ноября. Первая колонна преодолела преимущество мятежников и захватила несколько населенных пунктов, но не смогла продвинуться к рудникам Капана, поскольку другие колонны сильно отстали. Нжд, ослабленный болезнью, 3 ноября обратился к Еревану, напомнив, что Сюник сражался в одиночку, и призвал отправить подкрепление и занять Нахичевань и Ардубад. Не дожидаясь помощи, 6 ноября Нжд организовал контрнаступление, заманив противника в засаду и захватив оружие и припасы. Победа при Арцванике остановила кампанию Курышка. Войска Красной Армии были вынуждены отступить, а кавалерийская бригада Курышка была уничтожена в боях. Курышка и его офицеры списали поражение на труднопроходимую местность, плохую погоду и саботаж. Однако 8 ноября Геккер распустил ударную группу Курышка. Воодушевленный своей впечатляющей победой, Спарапет Гараги Нжд 14 ноября обратился к командованию Красной Армии. Армяне Карабаха и Зангезура уже лишились своих лидеров и экономически разрушены благодаря действиям Красной Армии. Присутствие ваших войск в Сюнике стало совершенно невыносимым. Я приказываю вам немедленно покинуть Зангезур, если вы не хотите, чтобы остатки 11-й армии были уничтожены или взяты в плен. В противном случае я вынужден буду силой вернуть территорию, все еще находящуюся под вашим контролем. К этому моменту погост Тердавтян, возглавляя армянский отряд из Сисиана, вступил в бой с большевиками и погиб. Остатки особого ударного отряда Курышка тем временем покидали свои позиции вдоль Базарчая и спешили в Горис. Нжд теперь казался непобедимым, так как его силы окружили пути отступления противника. 20 ноября армянские повстанцы начали наступление на Горис со стороны Сисиана, Татева, Дарабаса и Алидзора. Однако план Нжд по захвату административного центра Сюника не понадобилось реализовывать, так как в тот же день частям Красной Армии было приказано отступить на территорию Азербайджана. 21 ноября советская артиллерия обстреляла Горис с высот Карашена, чтобы прикрыть отступление. Затем все затихло. 22 ноября Спарапет Нжд триумфально въехал в Горис, что стало кульминацией 6-недельного восстания, начатого на горе Хуступ несколькими бойцами. Продолжение следует.